Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. У нас сегодня очередной обзор очередного инструмента сайта AliExpress. И вот приехал в такой вот маленькой коробочке. Давайте я вам ради интереса 22 сантиметра. Значит, у нас на 8,5 сантиметров и на 13 сантиметров. Вот такая вот малышка. Приехал к нам Impact. Скрываем, смотрим. Все вынимаем. Вот такой вот, друзья, очень маленький и легкий импактик. Вот моя ладошка, смотрите, как он на ладошке. То есть вот такой вот малыш. А теперь смотрите сюда. Вуаля, а-ля Makita. Значит, сразу хочу вас предупредить, что это не оригинальный инструмент. Вот я спросил у продавца, говорю, это оригинал. Он не ответил. Я считаю очень честно, что нет, друг, это не оригинал. Поэтому имейте в виду, что это не оригинальная Makita. Но по всем признакам, допустим, по сборке, по качеству сборки, все это просто на уровне оригинала. Хотя, друзья, оригинала точно такого я не держал в руках. Смотрите, как все сделано. Все эти прорезиненные вставки очень удобно лежит в руке. Многие говорят, что это у нас не резина черная, то есть, а пластик. Да, все может быть. Это может быть ТПУ пластик мягкий, там эластичный, то есть пластик, из которого печатаются, вы все знаете, чехлы, либо бампера к телефонам. Но это сути не меняет. Все это дело работает долго. Допустим, на моем Хаймере, которым я уже работаю, по-моему, больше 2 лет. Почти каждый день я его использую. И руки в масле, и во всем. И все это дело держит отлично и выдерживает. Поэтому за сборку оценка по 10-бальной системе 11. Очень классная сборка. Ну просто, не знаю, я сразу думал, что это оригинал. Даже не сказал, что это какая-то там реплика на Makita. Значит, заявлено у нас что? DTD-171. Если, друзья, кто-то держал в руках, я думаю, многие такие найдутся люди, напишите, пожалуйста, мы с вами позже его разберем, и напишите в комментариях, вот в чем же его все-таки различие от оригинала. Ну, конечно же, выдает у нас вот эта бумажная этикетка, наклеенная лишь бы как. Вот, но этикеткой нам не работать, поэтому этикетку мы опускаем. В оригинала, я не знаю, тоже наклейка или там, допустим, наверное, на корпусе все эти буквы выгравированы. Выгравированы, я выговорил. Вот, поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, различия, чтобы я знал, да и чтобы люди, наверное, тоже знали. А так, просто шикарный инструментик. Значит, заявлен он у нас как BL мотор, то есть brushless мотор. Это продублировано и здесь, то есть двигатель у нас бесщеточный. Значит, давайте мы его испытаем на таком вот аккумуляторе, так как пришла ко мне только тушка. Аккумулятор у нас 2-амперный с моей мини-мойки. А при тесте, когда мы будем с вами крутить какие-нибудь там глухарики, я, наверное, возьму 6-ку или 4-ку. Ну, посмотрим. Вот. Так, включаем и смотрим. Давайте сразу, я вижу 3 светодиода подсветки. Посмотрим, как же они у нас работают. Есть, кстати, блокировочка по центру, уже не нажмешь. И смотрим. То есть вот достаточно яркая подсветка, состоящая из 3 светодиодов. Ни в одном китайском инструменте, будь то реплика, не реплика, я такой подсветки не видел. Поэтому я хотел сказать, что это оригинал. Ну, хорошо, что спросил у продавца. Так, далее. Обороты. Есть у нас так же, как и на любом китайском инструменте, вот такая площадка с кнопочкой. И смотрим, какие у нас будут обороты. Первое. Самые маленькие. Ну и вот, который мы смотрели, это 4-я скорость получается. Да, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я скорость. Помимо этого, друзья, все скорости, давайте начнем с 1-й. Можно регулировать еще нажатием нашего курка. Давайте попробуем. Вот, еле-еле. 2-я скорость. Достаточно быстро. 3-я скорость. Очень быстро. И 4-я. Очень быстрая. Так, давайте сейчас посчитаем количество ступеней вот при нажатии нашего курка.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Все, 8 ступеней. Это было на откручивание. На откручивание и на закручивание у нас работает с такими же оборотами, насколько я понимаю. Так, давайте сейчас сделаем взвешивание контрольное, контрольную закупку. Посмотрим, сколько этот малыш весит. 880 грамм, то есть не так уж и много. Ну и давайте посмотрим с 2-амперным аккумулятором, хотя 2 амперами, наверное, в нем и не пахнет. Ну, давайте посмотрим. То есть 1209 грамм. Можно работать хоть целый день, очень удобно, компактно, маленько. И, кстати, вот можно подлазить в какие-то особо труднодоступные места. Шикарная вещица, просто супер. Так, ребята, сейчас мы с вами это дело все разбираем, смотрим его начинку. Так, друзья, все я разобрал. Сейчас мы с вами будем все это дело пытаться открыть, вскрыть. Только что-то у меня дело это не получается. Как себя вскрыть, как себя открыть? Очень все туго и четко подогнано, то есть как я и говорил. Так, вот такой вот корпус. Ну, корпус, опять же, как я всегда говорю, чем-то даже напоминает корпус того же Хаммера, ну или любого другого инструмента с Алиэкспресс. Все такой же классный, прочный, инструментальный. Ну и давайте смотреть. Есть у нас тоже, как в инструменте, вот такая кнопочка. Снимается площадка, тоже все сделано довольно красиво. Ну и опять же контроллер. Вот такие вот мощные, друзья, силиконовые использованные провода. Провода очень мягкие, то есть просто идеально. Кнопочка управления нашими оборотами. Ну и давайте смотреть. Попробуем достать все это дело, чтобы потом, главное, сложить нам как-то. Вот светодиодики у нас сюда вставлены. Ну, сборка, я не знаю, очень-очень напоминает оригинальный какой-то инструмент. Ну и вот наше, друзья, все как бы сердце. Давайте пробовать разобрать. Разобрать не по... Вот, получилось. Вот такой редуктор. Так, достаем мы, соответственно, и эту часть. И мы сразу видим, что да, это у нас бесщеточный двигатель. То есть все отлично. Даже смазка присутствует на вот этой вот, на этом валу звезде. Так, это мы посмотрели. И у нас в руках, друзья, редуктор. Вот редуктор, к сожалению, я не знаю, как он разбирается. Ага, походу раскручивается. Ну, очень мне не хочется туда лезть. Посмотрите, как все качественно сделано. Там внутри я вижу 3 шестерни здесь стоят. Ну и вот такое вот устройство. Все очень довольно-таки качественно. Как он разбирается, я, друзья, не знаю. Честно говоря, и особо туда лезть не хочется. Видимо, здесь у нас стоит гайка. И вот эта вот часть у нас раскручивается и достаются, как говорится, потроха. Ну, как я всегда говорю, не лезь в хорошо отлаженный механизм, не мешай ему работать. Сейчас я, наверное, буду собирать. И пойдем что-нибудь там куда-нибудь закрутим с вами. Оп. Все у нас вываливается и выпадает. Ну, сборка просто шикарная. Все просто красиво собрано. Тем более использованы такие вот классные мягкие силиконовые провода. Все, собираю и включим после сборки. Итак, друзья, собрал я сей чудный девайс. Вот, все просто отлично, все так, как и было по сборке, никаких косяков не замечено. Да, друзья, не сказал я вам, что у нас в комплекте еще есть вот такая вот скобка. Для того, чтобы наш инструмент, если мы где-то работаем на высоте, допустим, повесить с левой стороны, либо же с правой стороны на ремень или пояс. Ну и все это прикручивается вот таким вот винтом. У нас для этого здесь есть с правой стороны отверстие и с левой стороны отверстие. Так, ну а теперь
Включаем, смотрим, что нам получилось после сборки. Ура! Аппарат работает. Давайте пройдем по всем скоростям. И влево. Все шикарно, все работает. Вперед. Тестанем на каких-нибудь там, не знаю, глухариках. На саморезах, я уже думаю, смысла нет особо тестировать. Ну вот, на глухарях посмотрим. Саморез он будет загонять однозначно. Значит, друзья, вот наш подопытный. Вот такая колодка. Она не гнилая, ничего. Итак, давайте все-таки я решил испробовать на 2-амперном аккумуляторе. И мне самому интересно, что получится. Если уж чего-то там не докрутит, то есть будем крутить глухарик 6 мм с головкой на 10, 8 мм с головкой на 13 и вот такой вот длиннющий 20-сантиметровый или даже 21 сантиметр глухарь с головкой на 17. Ну что, вперед, и вот такой вот обыкновенный саморезик. Давайте мы его попробуем загнать куда-то сюда. На раз. Есть, тест прошел. Меняем оснасточку. Итак, десяточка. Глухарик на 10. То есть подголовку на 10, диаметр 6 миллиметров. Как, с куста до конца гнать не хочу, потому что потом не выкручу. 3 секунды. Есть. Ну и настало время наших глухарей побольше. Головка на 13. Есть такое дело. 8 миллиметров. Вот такой вот глухарь с головкой на 13. Погнали. Отлично. И меняем головку на 17. Будем крутить, друзья, наш вот этот вот большой и длинный сухарь. Посмотрим, справится ли он. Или колодка пополам. Ну что, поехали. Левые обороты переключил случайно. Все, отключился аккумулятор. И вот теперь меняем аккумулятор на 6 ампер и смотрим, что у нас это, что нам это даст. Пожалуйста, конец. Супер малыш. Друзья, всем буквально рекомендую. Стоит не особо дорого эта тушка, что-то в районе $55. Ну что, отворот. Вуаля! Ну просто шикарный малыш. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Шикарная штуковина. Очень всем рекомендую. Смотрите, какая мощь у такого малыша. То есть вы сами видели, что он на этом вот дохлом 2-амперном аккумуляторе почти до конца справился с этим глухарем. Все, всем пока.